Всем привет! В этом видео я покажу, как происходит подключение обычного пользовательского аккаунта Telegram к топик-группе для последующей работы с ним командой через систему Hotline. Данная операция весьма просто делается через установочного бота Hotline. Зачем это все нужно? Подключение аккаунтов к Hotline открывает удивительные возможности для командной работы. С них можно писать первым другим пользователям или ботам, можно мониторить группы или каналы, а также принимать звонки или показывать сторисы пользователям. Но все начинается с подключения, и это видео будет именно про него. Вся процедура делается через установочного бота Hotline, который называется Hotline TG Bot, и к которому можно перейти по ссылке, например, с нашего официального сайта, или найдя его по названию в поиске. Он так и называется, Hotline TG, _бот. У меня он уже открыт. Стартуем бота, для этого отправляем ему сообщение «Старт». Бот немного рассказывает о себе и предлагает сделать новое подключение, нажав на кнопку New Connection. Именно это мы сейчас и делаем. Далее он предлагает подключить бота или аккаунт. Мы сейчас подключаем аккаунт, поэтому выбираем соответствующую кнопку. Вот тут важно немного определиться с терминами и тем, что происходит. Тот аккаунт, с которого сейчас происходит работа в установочном боте, как у меня сейчас, мы будем называть администраторским. А тот аккаунт, который мы планируем подключить к системе, давайте называть подключаемым. Очень желательно, чтобы на этапе освоения системы это было два разных аккаунта, иначе вам будет легко запутаться. Далее, для подключения оба аккаунта должны быть активны на разных устройствах. Причем подключаемый аккаунт обязательно должен быть активен на мобильном устройстве с камерой, так как необходимо будет отсканировать QR-код. Еще раз, это важно. Я сейчас работаю с установочным ботом Hotline TG Bot с администраторского аккаунта, а подключаемый аккаунт активен у меня на мобильном телефоне, который лежит рядом со мной. Теперь заходим в раздел Devices, настроек Telegram, и нажимаем там большую кнопку Link Desktop Device. Это включит камеру, которую затем надо будет навести на предлагаемый код. Все это описано в сообщении от бота выше. Итак, сейчас я навожу камеру на код и смотрим, что произойдет. Система сообщает, что аккаунт успешно подключен. Все настолько просто. Далее необходимо выбрать группу. Это делается вот этой большой кнопкой Choose Group. Внимание, если у вас по каким-то причинам эта кнопка отсутствует или она не работает корректно, то это означает, скорее всего, что ваше приложение Telegram еще не поддерживает такой тип кнопок. Тогда достаточно зайти в установочного бота Hotline TG Bot с любого актуального приложения, например, с вашего мобильного или компьютера. Итак, нажимаем на кнопку Choose Group и выбираем топик-группу, которую мы сделали в предыдущем видео. Нажимаем. Система говорит, что группа также успешно подключена и предлагает протестировать подключение. Для этого давайте перейдем по ссылке на аккаунт, который мы только что подключили. И попробуем отправить ему сообщение. Например, отправим сразу стикер и какое-нибудь обращение. Видим, что в ответ на наше сообщение система присылает автоматическое приветствие. Это означает, что все работает и можно вернуться в установочного бота и нажать на кнопку Yes, it works. После этого можно завершить подключение и перейти к списку активных подключений. Кликнув по кнопке с названием нашего подключения, можно перейти к просмотру его некоторой сводной информации о нем, а также к редактированию его параметров. Основные параметры подключения расположены на кнопке Edit Parameters. Например, здесь можно отредактировать приветственное сообщение, которое отправляется
всем пользователям, когда они пишут первый раз на подключенный аккаунт, или отредактировать ряд других параметров интересных, но в этом видео я не буду рассказывать про каждый из них, так как все они хорошо описаны в базе знаний на нашем сайте. Давайте лучше переключимся на топик-группу и посмотрим, что произошло на ее стороне, в то время, когда мы отправляли сообщение на подключенный аккаунт. Во-первых, в топик-группе был создан отдельный топик под пользователя, который только что взаимодействовал с подключенным аккаунтом, и в этот топик были транслированы все сообщения от пользователя. Давайте попробуем ему ответить. Например, также отправим стикер и сообщение. Можно даже отправить голосовое сообщение пользователю и посмотреть, как оно придет. Давайте еще отправим комментарий, который не уйдет пользователю и будет виден только в группе. Возвращаемся и смотрим, что прислал нам аккаунт подключенный. Аккаунт прислал нам все сообщения, которые мы только что отправили в группе. Собственно, вот она основная магия Hotline, когда вы командой можете работать с обращениями, которые пишут пользователя на подключенный аккаунт, и отвечать им от его имени, используя почти любой тип сообщений Telegram, и делая это прямо через свое приложение Telegram. Итак, целью данного видео было произвести подключение аккаунта к топик-группе, и эта цель успешно выполнена. Более подробно о том, какие команды и возможности есть в системе Hotline на стороне топик-группы для работы с обращениями пользователей, а также о том, какие удивительные возможности открывает подключение к Hotline пользовательских аккаунтов, я расскажу в отдельных видео. Ссылки на них будут добавлены в описании к данному ролику.